Привет, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Почти 3 месяца просидел, можно сказать, дома и решил все-таки выбраться в поход и отправиться в дом под землей налегке. В силу определенных обстоятельств мне нельзя носить больше 3 килограммов сейчас с собой. Соответственно, я иду без рюкзака, как вы заметили, на лыжах. С собой у меня есть 0,5 воды, банка тушенки, сушеный суп, нож, нету топора, нету пилы, нету ружья, нет вообще ничего, в принципе. Темнеет достаточно быстро. И я надеюсь, что успею до темноты добраться в дом под землей. Но там тоже есть нюанс определенный. Дрова заготавливали мы осенью. И с тех пор ни я, ни кто-то там из парней, с кем мы строили дом под землей, там не были. Соответственно, неизвестно вообще, что там меня ждет. Как бы не получилось так, что я сейчас приду, а там нет дров, например, а у меня нету ножовки. Придется, наверное, возвращаться обратно домой, обратно в деревню к машине. В любом случае, расцениваю это как маленькое путешествие для себя. Хотелось бы, конечно, остаться с ночевой, ну а там посмотрим, как сложится ситуация, обстоятельства. О, красота. А по расстоянию до дома, ну, наверное, километров 6-7 по лесу идти. Я просто не знаю, каким маршрутом пойду. То есть, в принципе, на лыжах по неглубокому снегу, ну, за часа полтора максимум я дойду. Ну, а так вообще, конечно, прикольно. Необычный для меня опыт. Все карманы забиты какими-то вещами. То есть, в верхнем кармане здесь у меня два фонаря. Тут телефон на всякий случай. Правда, связи там все равно нет. Но на телефон я еще иногда подснимаю. В карманах штанов в одном банка тушенки, в другом вода 0,5. И в заднем кармане куртки еще у меня веревка, провода для съемочного оборудования и сушеный суп, кстати. То есть я ни разу такой супец не покупал. Ну, сегодня попробую. Снега, в принципе, достаточно, чтобы суп сварить. Бери, собирай его, растапливай, и вода у меня будет. Главное сейчас в первую очередь дойти до дома и завести печку. Ну, почистить трубу, дрова, чтобы там были. У меня нож есть. С помощью ножа, в принципе, можно при желании дрова наколоть, если они, тем более, напиленные, небольшие. Даже, слышь, сойду, смотрите, погрызанные стволы деревьев. Ну, лосей здесь много вообще в этом месте. Вот, нашли себе пропитание. Таким образом, кора молодых деревьев. Вот она погрызанная. Сейчас подойду поближе. О, как они хорошо подъели-то. И много ведь стволов таких деревьев. Вон. Вот. Прям прилично они тут все погрызли, поели. У нас, кстати, ну, сейчас вообще, в принципе, медведи в спячке, если бы даже они у нас и были, но у нас их нету. Самые опасные хищники, которых я могу сейчас встретить на своем пути, это волки, рысь и, наверное, кто еще? Ну, лиса, ну, я не знаю тоже, как ее оценивать насчет опасности. Если только как бешенство какое-нибудь подхватить от нее можно. Ну, а так, в целом, бояться особо-то нечего. Меня даже больше сейчас настораживает снегоходный след, по которому я иду. То есть уже где-то километр, наверное, пройден. Вот он, след. Видите? Ну, вообще, красиво, да, в лесу. Вот, смотрите, на дереве снежок прям лежит так. Ну, сантиметров, наверное, 15. И можно отследить по этому слою снега количество снегопадов. 1, 2, 3, 4, 5 или 6 таких снегопадов серьезных было.
Лось. Лисичка пописала и убежала. Так, ну, след от мотособаки или снегохода уже немножко путанный стал. То есть он все равно продолжает идти в мою сторону, но ответвление было, сейчас поворот какой-то. Я думаю, это все-таки охотники катались здесь с целью найти какую-то дичь. Волос. О, видно? Лосиный волос. Ну, с его шерсти. Такой вот он. Жесткий, как... Ну, не как проволока, но такой жестковатый, конечно, по своей структуре. Лось седой, что ли. Немножко сидеет уже. Старый, наверное. Ладно, погнали дальше. И вот мы уже с вами подошли к реке. Слушайте, ну, река вся покрыта снегом. Я вот уже отсюда вижу, но это может быть в то же время и обманчиво. То есть, ну, кажется, что вся река покрыта льдом, а на самом деле это просто слой снега, чуть подмерзшего. Попробую я сейчас спуститься, посмотрю, что там, какое состояние льда, потому что вот идти здесь напрямки через вот этот вот частый кустарник не больно-то хочется. Вышел на лед, немного проверил его. Ну, вроде нормальный. В любом случае иду прям в метре от берега, ну, может быть, в 2. То есть, если даже я провалюсь, выползу на берег. Но вообще, судя по всему, река стала, но мне кажется, не до конца, потому что посередине какие-то такие непонятные... ну, видно, что лед, короче говоря, не совсем надежный по центру реки, там, где течение посильнее, побыстрее. Здесь я просто иду вдоль берега, вот именно тут я знаю, что тут ямы глубокие, то есть тут лед должен был встать по-хорошему. Ну, а там как повезет. Фу, все, по реке буквально там метров 300 прошел, поднялся на берег обратно, и уже метров 100, наверное, осталось до дома под землей. Вижу трубу от печного дымохода, от печи, и это, конечно, меня радует. Значит, печка, наверное, там есть. Фу. Вот эта прогулка. Кстати, уже немножко темнеть начинает. По времени-то я забыл сказать вам, сколько времени, когда я выходил на реку. Сейчас скажу. Ну-ка. Ого. Не знаю, видно. Блин. Да как же так? У меня Active Track включился. Сейчас, ну-ка. Во. Короче говоря, 15:46.
15:46, друзья. Что-то как-то долго я шел. Давненько я так долго не ходил. Ну, блин, останавливался на подъем. Периодически отдыхал, воду все выпил. Ого. Все. Очень холодно. Вот, собственно, и все вещи, которые я принес. Это от камеры, чтобы объектив не сломался. Специальный футляр. Ну, телефон, ключи от машины, фонарик, провода, 2 ложки. В дом сюда должен был принести, ну, чтобы они были. Банка тушенки и вот такой вот сушеный суп.
Это мой рацион питания. А, еще батончик забыл. Это мой рацион питания на сегодня. Но я думаю, в первую очередь сейчас займусь печкой, потому что реально в доме очень холодно. Оказывается, окно даже было открыто. То есть стекло, видимо, ветром сдуло, уронило. И в доме прям конкретный дубак. Поэтому быстрее печку сейчас чищу и затапливаю сразу же дом. Слава богу, что дров тут прилично. По сути дела, главное затопить печку. Дальше уже проблем у меня не будет. Просто подкидывать дрова. Ну, а трубу потом почищу. То есть, главное, сейчас затоплю и трубу на горячую буду чистить. Уже хрен бы с ней. Ну что, теперь у меня нет и ножа. Смотрите, я его сломал. Как-то, знаете, у меня прошлый нож намного дольше прослужил, чем этот. Не знаю, жаловаться, конечно, я не буду на производителя, но как-то так. Все, ножа у меня больше нету. Печально. Повезло, что здесь горелка есть. Я думал, что газа нет, но газ, оказывается, тоже тут есть. Сейчас попробую затопить тогда тяжелые дрова. Ну, я имею в виду бревнышки вот эти толстые. Ну и, конечно, клинок надо освободить ножа, чтобы, может, починить удастся его, не знаю, посмотрим. Дымок пошел. Кайф. Не устоял, я дошел до баньки. Посмотрите, что вообще здесь. Да, вроде все нормально. Жива-здорова, как говорится. Снега на крыше прилично, кстати, на ней. Сантиметров, наверное, 20 есть слой. Вот. Я зашел, ты что вообще? Может, здесь какие инструменты оставил? Может, топор есть, не знаю. Может, еще что есть. Сейчас посмотрим. О! Отлично. Круто.
Живем. Теперь есть топор. О, это супер. Когда мы с Женьком делали баню, топор здесь оставили. Не знаю, то ли... А, нет, это мой топор, кстати говоря. Ладно. Красота. Жизнь налаживается. Теперь есть топор, чтобы колоть дрова. Это уже прекрасно. Без спального мешка, без ножа, но с топором. В принципе, топором можно и обороняться, если что. Все, отлично. Идем тогда с вами дымоход печной чистить. Почистил дымоход. Сейчас надо снега набрать, растапливать, чтобы у меня вода была. Хотя я там в кухне 3 баклажки со льдом нашел. То есть это речная вода, которая замерзла в доме. А замерзла она в доме по той простой причине, что было открыто окно, ну, настежь. Соответственно, он весь выхолаживался. Как аварийная остановка, этот дом меня полностью устраивает. Мне нравится то, что я пришел с пустыми руками, еще и нож плюс ко всему сломал. И как бы все нормально. Топор вот это надо повесить куда-нибудь, ну или положить на видное место, пусть будет, мало ли так вот кто-то тоже придет, чтобы хоть что-то было. Но ножа у меня теперь вообще больше нету. Пишите, кстати, совет какой-нибудь, если кто знает, какой вообще нож хороший взять, чтобы он прям прослужил вечно. Но у меня вот раньше просто нож был старый, вот он был отличный. Я его долго мучил, лет 5, наверное. Почему-то вот эта модель, ну, да вроде тоже нормально, я, наверное, просто его насиловал сильно. То есть я не буду обсуждать о качестве, наверное, это больше проблема во мне, то, что я так его долбил и курочил. А насчет ножа пишите советы, может быть, я со временем такой же куплю, который вы посоветуете.
Сплошной лед. Ладно, баклажку сейчас разрежу. Не буду я со снегом заморачиваться. И лед из баклажки в кастрюльку в эту выбью. Ну, сейчас поставлю на печку, расплавится. Ну, а рукомойник со временем, я думаю, за ночь-то отойдет точно. Ну, блин, конечно, жесть вообще. Все промерзло здесь конкретно. Но печка дурная. Печка прям класс. Вот сейчас вот она самое то, что здесь нужно. Мне тепло уже. Тут, я не знаю, градусов 10 точно уже тепла. Тогда снег в чайник наберу для чая. А для супа, кстати, да, вот как раз лед сюда запихну в кастрюлю и делаем суп. Ну, а суп вот такой вот я купил. Не буду производителя рекомендовать, потому что, ну, многие воспринимают это за рекламу. Спрашивают, сколько мне заплатили. Короче говоря, купил как сказать, на одной торговой площадке вот такой вот сушеный суп. Сухой суп рассольник на 2 порции. Тут написано, нужно 1,3 литра воды. Туда высыпать это все. Ну и банку тушенки у меня есть. Соответственно, я потом банку тушенки туда тоже раздавлю ее и добавлю. То есть у меня сегодня будет суп. Это уже прекрасно.
Все, закончил я все работы с окном. Раму немножко утеплил по периметру. Плюс ко всему второе стеклопакет, второе стекло поставил. Как раз у меня суп мой уже начинает, я так понимаю, приготавливаться. И пора бы уже тушенку открыть и закинуть его сюда. Я, конечно, вообще неимоверно, просто в восторге вообще от этого посещения дома. Все как-то пошло через одно место, как обычно. Сломал нож, благо нашел топор. Короче, у меня еще проблема какая возникла. У меня пауэрбанк я брал, не пользовался им, наверное, год точно. Брал пауэрбанк для вот этой вот камеры DJI, которая у меня сейчас в руке находится. Вот такой вот. Он у меня от GoPro еще был. И он, короче, сдох. То есть он на 10 тысяч миллиампер. И почему-то он умер. Соответственно, DJI-ку я зарядить могу только от своего фонарика. Вот этого вот. Тут заряд у меня на 1,5 деления где-то осталось. Но я не знаю, короче, что делать. В общем, буду снимать на телефон. Телефон специально выключил. Ну, то есть тут связи и так нет. Я имею в виду, выключил вообще в режим полета. Вообще полностью отключил. Сначала режим полета, потом полностью выключил. Чтобы беречь аккумулятор, возможно, придется какой-то штатив, что ли, придумать с помощью гвоздей и бревна, например. Ну, может быть так. Попробую сейчас как-то выйти из положения, потому что сейчас DJI-ка сдохнет, и, соответственно, снимать придется только на телефон. А крепления для телефона у меня нет. Ну, либо с руки буду постоянно держать его. На улице уже темень, а я тут подметаю. Получился такой жирненький за счет тушенки и наваристый. Ой-ой-ой, ничего себе, вкусно. Ну, по сути дела, вот этот сухой суп, он только лишь добавляет овощи. То есть это сушеные овощи каким-то там, не знаю, термическая обработка какая-то была произведена, как-то их высушили, всю влагу из них убрали и в пакет расфасовали. Очень удобно тем, что ну, всего лишь там 60 грамм этот пакет весит. То есть у меня тушенка там 350 грамм была, по-моему, да, с консервной банкой вместе, плюс сушеный суп вот этот 60 грамм, 400 грамм. И еще бутылка воды, которую я выпил, 500 миллилитров. Ну, соответственно, килограмм по весу получается. Ну, и плюс уже там камеры, штатив. Минимальный вес получился. Ну, и в целом пока все себя оправдывает. Нормальный суп, нормальный. Есть можно. По 10-бальной шкале
Тут опять же надо понимать, по десятибалльной походной шкале я бы поставил 9 баллов. По десятибалльной шкале, ну, если сравнивать с той едой, которую я ем дома, и ну и многие из вас, я бы поставил, наверное, ну, где-то 6,5-7. Потому что, ну, в походе жрать всегда охота. Поэтому давайте будем немножко снисходительны. В общем, твердые 7 баллов я ставлю этому супу. Самое главное, что горячая такая похлебка зимой, это, ну, то, что нужно. По сути дела, это, ну, очень-очень-очень помогает согреться и набраться калорий дополнительных, чтобы завтра пойти обратно. Красота-то какая на улице вообще. Космос. Снег еле-еле падает, но от этого не перестает быть, не становится менее красивым. Тишина, благодать, поел, в тепле нахожусь, в домике. Супер. У меня нет спального мешка, но есть 2 пледа. Сейчас на ночь вот эту одежду сушиться повешу около печки. Я думаю, она быстро подсохнет за часок-другой. И потом ее уже надену и укутаюсь пледами, чтобы прям спать до утра. Но если вдруг что, то вы сами видели, газовая горелка у меня есть. Я думаю, всегда будет возможность затопить печь заново. Тем более и топор нашелся. Вообще просто чудесно. Просто великолепно. Я давно об этом мечтал. Получается, где-то с октября, с конца сентября, с октября. Очень тяжелый путь пришлось проделать до сегодняшнего дня. В усадьбу ездил, даже в усадьбе, кстати, ролики снимал, но мне нечего было сказать вам. То есть, ну, у меня настолько настроение было никакое, депрессивное, апатичное. Ну, как помню раньше, еще по молодости друг один сказал: настроение займи и выпей. Ну вот действительно настроение было ужасное просто. И настроение, состояние физическое, психологическое, моральное. Вроде как потихоньку все это заканчивается. Не знаю, закончится или нет. Но в любом случае еще долго мне придется лечиться, поэтому в походы ходить однозначно буду. Но буду ли я снимать и буду ли я что-то говорить, я не знаю. То есть тут все зависит от настроения, от состояния. То есть когда себя чувствуешь хорошо, то ты, конечно же, хочешь что-то снимать, о чем-то рассказывать, о чем-то говорить. А когда тебе хреново, то, по сути, ты пришел на природу и просто вот сидишь у печки и ничего не делаешь. Просто наслаждаешься жизнью. Я думаю, у всех какие-то сложные моменты в жизни бывают. Вот у меня сейчас он наступил. Больше времени было зато понять, кто для меня настоящий, так сказать, друг, напарник, коллега. Ну, а кто просто левый человек, который, ну, какой-то профит от меня хотел поиметь, может быть, там, либо просто нужен был, как, не знаю, ну, пока у тебя все хорошо, ты нужен, когда там плохо, то уже нет. Вот, то есть лишние отсеялись, остались те, с кем можно идти в разведку. Так что посмотрим, что будет дальше. Вот. Огромное спасибо Виктору
с канала «Лесные тайны». Правда, канала уже этого нету. За поддержку огромное спасибо Сереге. Сережка-поварешка. Вот. Так вот, уже, по-моему, 3-й или 4-й раз за ночь я встаю, подкидываю дрова в печку. Вроде бы тепло, но что-то холодно. Каждые 2 часа примерно, получается, печка прогорает. И становится прохладно в доме. Все-таки со спальным мешком лучше, надежнее спится. Ты в него лег, и все, и хорошо. В общем, ладно, все, спокойной ночи, дальше сплю. Следующий подъем где-то в 6, наверное, в 6:30. Опять закинуть дрова в печь. Ну, отлично. Вода в рукомойнике оттаяла. Вещи высохли. Поставил чайник сразу. Вчера ставил у печки фильтр для воды, и, как вы видите, да, забыл я его вовремя оттуда убрать. Короче, он подплавился, но, в принципе, свою функциональность он вроде как сохранил. То есть, ну, сам картридж стоит, он не расплавился, есть емкость, куда наливать воду, фильтровать ее. А еще из радостных новостей, то, что у меня вот этот пауэрбанк, он, видимо, отогрелся. Ну, я так понимаю, что он морозы вообще не переносит. То есть даже -8, там, -9. И он просто из-за этого перестал заряжать. Сейчас он производит зарядку камеры. То есть мне повезло. Это вообще классно. Сейчас еще воду нафильтрую. Надо побольше в чайнике воды вскипятить, чтобы в дорогу себе хотя бы 0,5 воды взять.
Всем пока. До скорой встречи. Не болейте, ходите в лес, любите природу. И добра вам. У меня в сентябре месяце, кстати говоря, землянка в Урче сгорела. Я не стал снимать об этом видео на канал Лесной Строитель. Сейчас объясню почему. Очень много, наверное, за последние года 4-5 в Ютубе, в нашем русскоговорящем, в лесной тематике, много у кого горели всякие дома, землянки. Даже у меня, честно говоря, по поводу некоторых строений были определенные сомнения. То есть, может быть, даже сам автор взял и поджег это строение. Дабы исключить все эти инсинуации на своем канале, не хайповать, я не стал ничего выкладывать.